Привет, друзья! Сегодня в Германии и мире, наверное, самое насыщенное и непредсказуемое событие за последнее время. Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретились в Южной Корее. Это встреча, которая может изменить не только торговлю, но и баланс сил между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Что именно осталось за закрытыми дверями переговоров и почему Китай предпочел не раскрывать детали. В Париже неожиданный поворот в деле громкого ограбления Лувра. Задержаны еще 5 человек, один из которых может знать, где именно спрятаны украденные драгоценности стоимостью почти 90 миллионов евро. В Германии вокруг Маркуса Фреймайера, альтернатива для Германии, разгорелись политические споры. Его слова о возможной поездке в Россию вызвали бурную реакцию в Бундестаге и за его пределами. А министр юстиции земли Северной Рейн-Вестфалия Бенджамин Лимбах, партия «Зеленая», прошел медкомиссию, внимание, чтобы вернуться в резерв Бундесвера. Это шаг, который вызвал неожиданную дискуссию даже среди союзников. Но и это еще не все. Дональд Трамп заявил о планах пересмотреть программу ядерных исследований. Это шаг, который вызывает обеспокоенность в Европе и ставит под вопрос актуальность прежних договоренностей. И напоследок отчет концерна Volkswagen, миллиарды убытков, неожиданное решение и попытка спасти производство в Испании. Почему концерн Volkswagen оказался на грани и что будет дальше? Все это разберу прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе самых важных событий последнего часа. Без лишних эмоций, но с пониманием и что происходит на самом деле. Итак, в Южной Корее в портовом городе Пусан состоялась личная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпиня, продолжавшаяся ровно час и 40 минут. На публике Трамп объявил о серии предварительных договоренностей, которые, по его словам, должны смягчить напряжение в отношении между Вашингтоном и Пекином. Одним из ключевых пунктов стала сделка по редкоземельным элементам. Китай якобы снял экспортные ограничения, и договоренность действует 1 год с возможностью продления. Также Трамп заявил о снижении пошлин на китайские товары с одной категории импортных тарифов на 10%. По словам Дональда Трампа, Си Цзиньпин согласился покупать огромнейшие объемы американской сои и других сельхозпродуктов, что должно помочь американским фермерам. Как отмечают официальные источники, совместного пресс-заявления не было. Дональд Трамп рассказал детали переговоров уже на борту президентского самолета. Китайское телевидение подтвердило продолжительность встречи, но не публиковало подробности содержания. Этот визит и озвученные инициативы могут стать началом того смягчения напряжения в торговой войне и сигналом к новой фазе диалога между Соединенными Штатами Америки и Китаем в ключевых областях технологий, сельского хозяйства и торговли. Следующая новость – одна из самых резонансных последней недели. В Париже новый поворот в деле крупнейшего ограбления Лувра. После уже известных 2 арестов прокуратура сообщила о задержании еще 5 подозреваемых в районе города и его окрестностях. По словам генерального прокурора Лор Бека, одного из задержанных связывают с проникновением на место преступления. Его ДНК найдены именно на месте кражи. Остальные 4, по мнению следствия, могут дать информацию об организации и механике преступления. Напомню хронологию. 19 октября группа из 4 преступников проникла в Лувр с помощью подъемника, поднялась на балкон 1-го этажа и через окно проникла в музей. Были вскрыты 2 витрины и похищены 8 драгоценностей французской королевской коллекции, диадемы, броши, ожерелья. Общая оценочная сумма составляет около 88 миллионов евро. Первых 2 подозреваемых задержали в минувшие выходные, я вам рассказывал. Одному из них удалось попасть на борт самолета в аэропорту Парижа при попытке покинуть страну. Они дали частичные признания, против них возбуждены дела об ограблении в составе организованной группировки и о формировании преступного сообщества. Пока ни одно из украденных украшений не обнаружено, прокуратура сохраняет надежду на возвращение драгоценностей и подчеркивает важность сохранности улик и соблюдения тайны следствия. Это громкое дело уже вызывает широкие дискуссии о безопасности национальных достояний и о том, как могло произойти столь дерзкое преступление в самом сердце культурной столицы. Следующая новость связана с обсуждением курса некоторых депутатов в Бундестаге Германии. Маркус Фреймайер, заместитель председателя фракции «Альтернатива для Германии» АДГ в Бундестаге, заявил, что в настоящий момент не имеет конкретных планов поездки в Россию. По его словам,
Он лишь допустил возможность возобновления контактов в будущем, чтобы сохранить каналы для диалога. Ранее Фромайер, напомню, анонсировал поездку весной, что вызвало резкую критику со стороны политиков и правящей партии. Представители Союза ХДС-ХСС ранее резко критиковали его заявления, считая их недопустимыми в текущем политическом контексте. Фромайер отвергает такие обвинения и подчеркивает, он не был в России более 5 лет и не имеет официальных связей с правящей партией РФ «Единая Россия». При этом он заявляет, что дипломатические контакты необходимы для урегулирования международных конфликтов. Критики отмечают, что его заявление воспринимается некоторыми наблюдателями как попытка сохранить дипломатические контакты с Россией. Союзники предупреждают об угрозах безопасности. При поездке могли бы просочиться конфиденциальные политические данные. Фромайер сейчас также занимается партийной деятельностью в земле Баден-Вюртемберг и готовится к выборам на пост премьер-министра этой земли. Его позицию по внешней политике внимательно оценивают как внутри партии, так и за ее пределами. Таким образом, несмотря на спекуляции давления, на данный момент официальных шагов к поездке нет, остается лишь риторика, оценка которой продолжается и в политическом дискурсе. На этом сюрпризы дня не заканчиваются. Министр юстиции земли Северной Рейн-Вестфалия Бенджамин Лимбах, представитель партии «Зеленых», снова прошел медицинское обследование для службы в Бундесвере. Он заявил, что готов при необходимости войти в состав военного резерва Германии. Лимбах уже служил в армии. В 1992 году он завершил подготовку в звании лейтенанта резерва. Теперь, спустя более 30 лет, политик решил обновить свой статус и подтвердить готовность служить. По словам министра, защита демократии и свобод – это не только дело молодых, но и ответственность тех, кто уже занимает руководящие должности. Он подчеркнул, что своим поступком хочет показать личную поддержку немецким военнослужащим и продемонстрировать, что служба в армии – это почетная обязанность каждого гражданина. Таким образом, в Германии даже министры согласны идти служить. В партии отметили, что подобные шаги укрепляют доверие к государству и подчеркивают важность личного примера, особенно в тот период, когда вопросы обороны и безопасности вновь выходят на первый план в Германии и Европе. И это только начало. В Соединенных Штатах Америки началось новое обсуждение ядерной программы. Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении пересмотреть подход к национальной оборонной стратегии. Он уже поручил министру обороны начать подготовку аналитического отчета. Это шаг, который может пересмотреть подход к существующим международным соглашениям и повлиять на глобальный баланс безопасности. Трамп оправдывает решение тем, что другие государства уже проводят ядерные испытания, и страна якобы обязана вернуть себе равные позиции. Он заявил, что Вашингтон действует на равных основаниях. Кремль пока не прокомментировал заявление, но мировое сообщество уже встревожено такой резкой сменой курса. Агенты разведки и дипломаты считают, что именно этот шаг, по мнению аналитиков, может вызвать обсуждение в международных организациях. Возможно, возвращение к ядерной тематике может поставить под вопрос устойчивость действующего моратория и вызвать новые дипломатические шаги. Соединенные Штаты Америки теперь поставлены перед серьезным выбором. Либо подтвердить решимость Трампа, либо отступить от обещаний и вновь заявить о готовности к сдерживанию ядерной угрозы. А дальше еще интереснее, но новость вызывает, конечно же, обеспокоенность. В третьем квартале концерн Volkswagen столкнулся с серьезным снижением финансовых показателей. Внимание! Чистый убыток составил от 1,7 до 1,3 миллиарда евро. Причина колоссальных потерь кроется именно в совокупности всех факторов. На первое место выходит кризис в подразделении Porsche, который оказался сильно убыточным из-за пересмотра продуктовой стратегии и дополнительных отчислений. Также серьезной нагрузкой на группу лег 7,5-миллиардный пакет затрат, включающий повышение пошлин, амортизационные списания и другие расходы. Вместе с тем, выручка компании все еще растет. В квартале она повысилась на 2,3% до 80,3 миллиарда евро. Маркетинговые показатели и объемы продаж сохраняют свой рост, в том числе благодаря успехам на рынке электромобилей и стабильному спросу на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Финансовый директор Volkswagen Арне Антлиц не скрывает, такая динамика не может продолжаться, конечно же, бесконечно.
Он готовит сотрудников к дальнейшим строгим мерам экономии, подчеркивая необходимость оптимизации и повышения эффективности. При этом компания намерена использовать синергию между брендами. Планируется перенести производство электрического пола в Испанию и объединить линии с маркой Cupra, чтобы снизить издержки. Прогноз на год остается сдержанным. Volkswagen ожидает, что доходы приблизятся к уровню прошлого года, а операционная рентабельность составит около 2-3%. Эти отчетные данные показывают, даже крупнейший автоконцерн Германии сталкивается все-таки с серьезными структурными вызовами, и для стабилизации положения потребуются продуманные шаги и адаптация. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.